Всем привет! Сегодня готовлю запеканку или каннелони по-домашнему из цельнозерновой муки с начинкой из фарша. Для рецепта я беру 100 грамм кипятка, добавляю 1 чайную ложку соли и вливаю кипяток в муку. Я использовала 270 грамм цельнозерновой пшеничной муки. Все это перемешиваю и добавляю 1 яйцо весом 60 грамм. Еще раз все это перемешиваю. Как мука впитала всю жидкость, перекладываем ее на стол и вымешиваем тесто в течение 5 минут, не добавляя муку. Тесто получается не тугое, но и не мягкое. Убираем его в пакет, пока готовим начинку. Для начинки я использую 150 грамм лука, 2 чайные ложки кукурузного крахмала, 1 неполная чайная ложка соли. Из специй я взяла молотый кориандр и черный перец. Также добавляю 50 мл холодной воды и все это хорошенько измельчаю в блендере. Затем добавляю 400 грамм фарша. Фарш можно брать любой, я беру говяжий средней жирностью. Вы же можете не перемалывать фарш в блендере, просто мои дети любят фарш пастообразный, паштетообразный, поэтому я его буду измельчать. Вот такой фарш у меня получился. Теперь займемся тестом. Тесто делим на 2 части. Одну часть убираем обратно в пакет, чтобы она не заветрилась. Вторую раскатываем в тонкий пласт толщиной примерно 1 мм. Если раскатать толстое тесто, то при выпечке, приготовке оно станет еще толще. Но здесь на любителя. Если вам нравится тонкое тесто, раскатывайте очень тонко. Затем выкладываем фарш. Я его выдавливала при помощи кулинарного мешка. Вы же можете просто использовать ложку или вилку. Затем накрываем фарш тестом так, чтобы получилась такая трубочка. Прищипываем края, прижимаем их хорошенько и обрезаем. Таким образом поступаем со всем оставшимся фаршем и тестом. Затем эти трубочки разрезаем. Я разрезала их длиной примерно по 10 сантиметров. Вы же ориентируйтесь по величине формы для запекания. Затем перекладываем эти заготовки на какую-нибудь ровную поверхность и убираем в морозильную камеру, пока готовим соус. Для соуса я беру 1 столовую ложку сливочного масла, 1 столовую ложку с горкой муки. Я использую цельнозерновую, поэтому цвет соуса немножко темный. Все это хорошенько обжариваю и добавляю жидкость. Из жидкости я добавила смесь молока и воды пополам. В общий объем получился 300 грамм. Если вы хотите, чтобы соуса было больше, увеличивайте количество в 1,5 раза, то есть 1,5 столовые ложки масла, 1,5 столовые ложки муки и где-то 450 грамм жидкости. Как все это закипело, добавляем специи, это соль, перец и мускатный орех, и все это доводим до кипения. Затем на дно формы наливаем немного соуса, выкладываем заготовки, посыпаем немного сыром, заливаем немного соуса и выкладываем сверху оставшиеся заготовки. Сверху опять засыпаем все сыром и заливаем оставшимся соусом. Ставим запеканку в разогретую до 200 градусов духовку, нагрев вверх-вниз, средний уровень. Запекаем 40 минут. За 5 минут до готовности достаем и посыпаем сыром. В итоге я использовала для блюда 130 грамм сыра. Вот такое блюдо получается. Немного остужаем и нарезаем. Запеканка получается очень сытная. По вкусу это как пельмени, только с соусом, с сыром. Очень вкусно, сочно. Обязательно попробуйте приготовить, я думаю, вам понравится.